Вот эти блоки сейчас добывают там, где находятся старые каменоломни. Смотрите, вот они, древние бассейны. Да, и это я все иду по вырезанным блокам, друзья. Представляете? Тут как-то очень страшно идти, там провалы какие-то внизу. Я не хочу наступить в змеиную нору, например. Ну, такие, в общем-то, очень приличные блоки здесь лежат. Когда японцы захотели сделать автомат Калашникова, у них получился Honda Dream. Вот он, этот плот. Кэшью очень вкусный. Ну да, действительно видно, да, что поверхность очень гладкая, почти шлифованная поверхность. То есть вот просто они обрезали блоки. Да, глина здесь у нас опять же однородная, без посторонних включений и очень-очень мелкодисперсная. Просто морской песок. Ну вот, пожалуйста, вот срез. Вот, смотрите. Я не знаю, что сейчас получится. Я не знаю. Обычно я хоть какое-то представление имею об объекте съемок. Вот эта местность, вернее, где я сейчас нахожусь, это самые древние карьеры. Ну вот, пожалуйста, характерный след. Кстати, очень интересное дерево. Это, посмотрите, у него прям зеленые корни. Вот это класс. Его нет на карте, кстати. Надо поставить точку, надо его занести на карты Google. Друзья, всем привет! Вы на канале Мир на блюдечке, а начинаем мы наш сегодняшний ролик у этого изумительного совершенно сооружения, которое, очевидно, относилось к водной инфраструктуре Камбоджи. Это Прасад То, так он называется по-кхмерски. Находится на углу пересохшего еще в XI веке Восточного Барая. На самом деле мы сейчас находимся, можно сказать, на северной границе ядра древнего Анкора. Анкор – это город, который не имел себе равных, в принципе, в мире. Сейчас утверждается, что площадь его была примерно 4000 квадратных километров. Вот представьте себе такую площадь. Вот погуглите, какова площадь современных городов, и вы удивитесь. Но это у нас данные примерно, скажем так, с 9 по 13 век, хотя должен сказать, что хронология в Камбодже, конечно же, весьма условна. Так вот, ролик сегодняшний – это продолжение изучения древних карьеров Анкора. Карьеров, которые находятся на самом деле очень далеко отсюда. Вот я, как сказал вам, нахожусь сейчас на северной границе ядра древней столицы. И до карьеров ехать отсюда еще где-то километров 30, 40, 50. На самом деле они занимали очень большую площадь. А на данный момент найдено что-то около 150 карьеров. На самом деле, наверное, больше. Я в одном из предыдущих видео упомянул цифру 45, по-моему, я сказал, но это устаревшие сведения. Вот я нашел сейчас самые последние данные, там уже более 150 карьеров было найдено. Вот. И большая загадка, как добывали этот камень, как его привозили сюда, в Анкор. Да, как это все происходило, мы совершенно не знаем. То есть сейчас у нас есть только догадки. Догадки в плане того, что могли использовать водные пути, могли перевозить по дорогам. Но как перевозить по дорогам блоки весом 10-15 тонн, извините, нам еще никто не рассказал. Если вы откроете какую-нибудь историческую книжку, то там, конечно же, будет написано, что в Анкоре, вернее, при строительстве Анкор-Вата использовались блоки весом 1,5-2 тонны. Да, действительно, большинство блоков, наверное, столько и весят. Но помимо вот этих относительно компактных блоков, там есть еще огромное количество блоков, превосходящих по весу, скажем, 10 тонн. А это уже никак не вписывается в то, что нам рисуют историки. Вообще, в принципе, вся история Камбоджи, она, конечно, абсолютно фальшива. Так нельзя сказать абсолютно фальшиво. Она была написана на основе данных эпиграфики. Как можно на основе каких-то надписей на камне писать подробную историю страны на протяжении веков? Это спросите, пожалуйста, у французских ученых середины 20 века, которым мы и обязаны вот этой вот версии истории Камбоджи. Почему я вообще начал здесь?
Этот комплекс, как вы видите, он вообще построен из латерита. Латерит — это особый камень, очень интересный камень, который добывается в мягком состоянии, а потом на солнце он затвердевает. И вот этому комплексу, ну, где-то 1000 лет как минимум. А ничего, камни вполне себе очень хорошо уложены. Видите, тут латерит с такими мелкими кавернами. Очень хорошо сохраняется. Потрясающий камень, на самом деле, для строительства. Ну, естественно, здесь у нас есть и песчаник. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть из песчаника. Для этого возьмем в руки камеру и пройдем вот сюда. И вот здесь мы видим вот такой вот типичный анкорский песчаник. На самом деле, видео об этом храме у меня уже есть на канале. Вот, смотрите. Поэтому сейчас я ничего вам подробно здесь рассказывать не буду, просто вот хочу показать вот этот вот изумительный песчаник. Вообще 3 вида песчаника использовалось в Анкоре при строительстве. Это вот этот вот песчаник, назовем его серый. Помимо этого еще использовался розовый песчаник, месторождение которого, судя по всему, находится в нескольких сотнях километров от Анкора. Ну, об этом мы еще с вами поговорим как-нибудь. Ну и такой зеленоватый грейвак, который использовался для изготовления йони, лингамов, ну и также статуй. Ну, на самом деле есть у нас несколько построек. Это башни на пирамиде Такео, где также использовался вот этот вот высококачественный песчаник, который везли, ну, если водным путем, то это 440 километров, что, конечно, в принципе нереально для тех времен. То есть тут тоже большая загадка. Но мы не будем сейчас говорить ни об этом грейваке, зеленоватом грейваке, ни о розовом песчанике, а будем говорить о вот этом вот самом обычном анкорском песчанике, который добывали в тех самых карьерах, о которых я и рассказываю в своих видео. Но перед тем, как отправиться к самым интересным, пожалуй, карьерам, которые я еще не показывал и где я сам еще ни разу не был, то есть сегодня будет премьера и для меня в том числе, перед этим мы еще заедем на раскопки, которые я уже показывал вот в этом видео, так как мне написал один мой постоянный зритель и подписчик, что я как-то очень мало внимания уделил следам на обломках песчаника, которые были найдены при раскопках. Так вот, давайте сейчас проедем и для начала посмотрим, что там есть на этих обломках. На самом деле на монтаже я тоже заметил, что я совершенно не обратил внимания на возможные следы каких-то инструментов, потому что, ну, вообще мы считаем, что блоки обрабатывались уже на каменоломнях, и на стройку они поступали в готовом виде. То есть внутренние плоскости обрабатывались уже на каменоломне. Все обрезалось, делались замки, то есть создавались такие модульные конструкции, которые потом, очевидно, разбирали и перевозили на стройку, где их снова собирали. Ну, судя по всему, процесс был таким. Ну, давайте сейчас проедем к той самой каменоломне с раскопками. Для вас это будет быстро, ну а мне предстоит ехать еще где-то, наверное, минут 40. Да, обратите внимание, что подобраться вот к этому комплексу Прасато не так-то легко. Подъехать сюда невозможно. Ну, вернее, как, возможно, конечно, но это сопряжено с некоторыми трудностями в виде вот такой вот дороги. Вот, на самом деле я, конечно, сюда шел пешком. Почему этот храм считается даже среди официальных ученых частью водной инфраструктуры? Нам не очень понятно, как взаимодействовали вот эти каменные постройки с каналами и водохранилищами, но, очевидно, какое-то взаимодействие было. Вот здесь мы видим, кстати, пересохший канал. Видите? Ну как пересохший? Во влажный сезон здесь не пройти. Здесь очень много воды. И этот канал впадал в Восточный Барай, который, как я вам уже сказал, пересох еще в XI веке. Вот туда чуть-чуть дальше, там уже находится дамба того самого Восточного Барая. Ну, о гидроинфраструктуре Камбоджи я уже много раз рассказывал в разных видео, поэтому просто пересмотрите мои старые видео, потому что я не могу в каждом новом видео рассказывать одно и то же, вы же понимаете. Ну, а вот здесь и ждет меня мой
мотобайк. Мой Honda мечта. Honda Dream. Лучшее из мотобайков, что есть в Камбодже. Знаете, когда японцы захотели сделать автомат Калашникова, у них получился Honda Dream. Потрясающий мотобайк, везде проедет, и в каждой деревне в Камбодже его могут вам починить. Ну ладно, поехали. Друзья, не мог не свернуть по пути на свою любимую плантацию кэшью. Дело в том, что сейчас уже начинают вызревать наконец-то плоды. Я тут на днях купил целый килограмм. Ну вот, посмотрите, видите, они растут. Вот они, эти орешки кэшью. Но это еще совсем-совсем не зрелые. А зрелые, вот, видите, желтые плоды. Мне до них не достать, к сожалению. А вот тут поближе есть. Ну вот они на земле валяются, что далеко ходить. Вот он, этот плод. Кэшью очень вкусный. У меня дома лежит еще полкило в холодильнике. Я с земли, конечно, есть не буду. А вот этот вот сорву, пожалуй, и съем. Вот, посмотрите, кто еще не видел, что это за чудеснейший и вкуснейший плод. Орешек сам, конечно, не едят, он ядовитый. Он только после термической обработки пригоден в пищу. А вот сам плод, он не выносит никакой перевозки, поэтому купить его практически нигде невозможно. Только вот иногда продают на плантациях. Очень редко. А так его купить негде. Абсолютно. Смотрите, он должен быть сочный. Сочный, сладкий. И невыносимо вкусный. Он утоляет и голод, и жажду. Ну, орешек мы выбрасываем. Красота. Ну вот. Поездка, в общем-то, прошла не зря. Ладно, поехали дальше. Впереди виднеется плато Кулен. Не знаю, видно вам или нет. Чуть ли не в каждом видео я вам показываю вот это изумительное огромное плато. И вот у его подножия как раз и находятся все эти каменоломни. То есть там у нас самый качественный песчаник. И везли его за несколько десятков километров в Анкор. Хотя в самом Анкоре, конечно же, тоже есть месторождение песчаника. Да только этот песчаник не очень-то пригоден для такого поистине монументального строительства. Дорога классная, дорога новая. Приезжайте, друзья, я вас тоже покатаю по этим дорогам. Любые экскурсии в любое место Камбоджи на мотобайке, на машине, как хотите. Ну, на мотобайке, конечно, прикольнее всего, потому что ты просто чувствуешь страну каждой клеточкой своего тела. Ну вот теперь-то вы видите плато Кулен во всей красе. Там тоже у нас находится огромный древний город, размеры которого уточнили только вот совсем недавно, буквально несколько лет назад. Ну, я уже давно говорю, давно пишу об этом в своем телеграм-канале «Друг Аркадий», подпишитесь обязательно, что Камбоджа еще фактически не исследована. Это кажется очень странным, казалось бы, в 21 веке мы знаем уже практически все о каких-то древних цивилизациях. Ну, мы считаем, что мы знаем, да, потому что книжки написаны исторические. Но о Камбодже мы не знаем практически ничего. Представьте себе, кроме вот этого корпуса надписей в количестве примерно 1500 штук, у нас больше нет никаких свидетельств. Ах, ну да, еще же китайские хроники, которым доверие, конечно, тоже минимальное. Минимальное у меня доверие к китайским хроникам. И причины для этого, конечно же, есть. Вообще нужно ко всему относиться с недоверием, к любым источникам. И да, друзья, кто хочет поддержать наши вот эти вот совсем недешевые экспедиции, смотрите, какой классный грузовик, подписывайтесь на Boosty. Подписка на Boosty стоит 200 рублей в месяц, но вы получаете доступ к видео раньше, чем на YouTube. Ну, там же и выходят посты, которые
впоследствии выходит на моем телеграм-канале. Ну, в общем, Boosty нужен для того, чтобы просто нас поддержать. И я очень благодарен тем людям, которые уже оформили платную подписку на Boosty. Ну и вообще, приезжайте в Камбоджу, потому что все это лучше увидеть своими глазами. Поверьте мне, видео не передает практически ничего, к сожалению. Так же, как и фотографии. Постоянно жалуются люди, которые приезжают, фотографируют и говорят: да черт возьми, что ж это такое-то? На фотографии все выглядит как-то безжизненно и плоско, а в натуре это все просто ошеломляет. Ну, к сожалению, да. К сожалению, есть такой эффект. Замечают его все. То есть тут, чтобы на фотографии что-то проявилось, это нужна прям, я не знаю, какая мощная профессиональная аппаратура. Такие вот бетономешалки ездят здесь и портят дорогу. Это вот свежее полотно асфальтовое, оно неизбежно будет дырявым через некоторое время. Школьники что-то собирают, я не знаю. Мы уже, в общем-то, в такой камбоджийской глубинке. До цели осталось, я не знаю сколько, километров, может быть, 20, не больше. Потрясающие места, конечно. Наверное, мои любимые в Камбодже. Очень много сахарных пальм, кокосовых пальм. В общем, красота. Приезжайте, друзья. Все это вас ждет. Вы даже не представляете себе, что вас ждет. Ну, по крайней мере, разочарованных людей здесь у меня еще не было никогда. А вот поистине очарованных, ну, это, пожалуй, большинство. Знаете, Камбоджа такая интересная страна. Она либо тебя принимает, либо не принимает. Ну, а если принимает, то уже не отпускает. Вот как меня, например. Как в 2009 году она меня приняла, так больше и не отпускает. О, смотрите. Велосипедист. Нет, это была женщина-велосипедистка. Очень отважные люди, конечно, велосипедисты. Я бы не рискнул ехать по такой жаре. Ну, хотя сегодня не жарко совсем. Я думаю, сейчас не больше 30. Пару дней назад было 38. Это был, конечно, ужас-ужас. Ну, а сейчас как-то похолодало немножко, слава богу. Ну, вы не смейтесь. 30 здесь действительно прохладно. Ну, по крайней мере, ощущается как прохладно. По крайней мере, вот сейчас, когда едешь, воздух, ну, такой, не горячий, прохладный. А через месяц будет ездить уже невыносимо, потому что, знаете, такое ощущение, что едешь по сауне. То есть так это со скоростью 100 км в час. Попробуйте прокатиться по сауне. Вот примерно такие же ощущения ждут нас через месяц. Ну вот, друзья, мы и добрались до нужной нам точки, то есть до места раскопок, которое я уже снимал. Вот посмотрите видео, где я забыл посмотреть, в общем-то, на следы обработки блоков. То есть у нас считается, что блоки обрабатывались непосредственно на месте добычи. Поэтому непременно должны оставаться какие-то следы на тех обломках, которые недавно вскрылись во время раскопок. Так, вот тут у нас, видите, вырубленные ступени. А вот это вы все видели уже. Кто не видел, то тот обязательно должен посмотреть видео. А я сейчас просто иду по месту добычи камня в древности. И вот эти вот интересные следы,
которые были оставлены в ходе добычи. Да, но блоки вырубались, естественно, в таком грубом виде, да, а потом они подвергались обработке. И вот они, свежие раскопки, и вот они, обломки блоков, которые здесь валяются в ассортименте. Давайте посмотрим, что тут есть. Вот, например, ну да, видно, что вот эта плита, это обломок от какого-то блока. Тут у нас было все, очевидно, срезано. Что здесь есть еще интересненького? Ну да, действительно видно, да, что поверхность очень гладкая, почти шлифованная поверхность. То есть вот просто они обрезали блоки. Обрезали какой-то невидимой пилой. Наверное, лучше мне подняться наверх, я, правда, не знаю как. А здесь у нас, видите, вот лежат тоже обломки. Это все обломки от добычи, да, это не слой песчаника. Это как раз те самые обломки, которые находились под вот этим вот грандиозным засыпом. Да. Глина здесь у нас, опять же, однородная, без посторонних включений и очень-очень мелкодисперсная. Просто морской песок. Просто морской песок. Да, но такая глина образуется и в результате разложения тропической растительности. Вот здесь, видите, мы видим, какие следы. Вот они отчетливо видны. Следы. Как же снимать-то так, чтобы моя тень не мешала? Давайте вот с этой стороны. Вот они отчетливо видны. Какие-то длинные следы, сделанные в один проход в этом твердом песчанике. Так, ну тут у нас ничего интересненького нет. Здесь, кстати, валялся какой-то интересный кусок, его уже унесли. Давайте я сейчас поднимусь наверх где-нибудь. Мы здесь надолго не задержимся, потому что основная наша цель — это самые древние, как утверждают японские ученые, карьеры. Вообще, если раньше мы благодарили французов за все, что они здесь сделали в ходе поисков следов древних цивилизаций, а сейчас мы благодарны японцам, потому что они действительно проводят огромную работу. Очень много научных статей написано на тему Камбоджи в последнее время. Ну и, в общем-то, карьеры тоже исследуют японские ученые. Но очень мало внимания уделяется, в принципе, карьерам. Тут, знаете, столько храмов, что не до карьеров, что называется. Ну, что я вам могу сказать? Действительно, вот обрезали. Вот они гладкие, фактически срезы. То есть то, что блоки принимали нужную форму уже в карьере и доставлялись на место стройки в готовом виде, ну, в этом сомневаться уже не приходится. Ну, в этом, собственно, я и не сомневался. В этом никаких сомнений у меня и не было. Вот, пожалуйста. Да, к сожалению, обломочки все маленькие, не очень показательные, но, в принципе, я думаю, все понятно. Тут ведь еще какой момент. Если что-то было очень интересное, очень характерное, это могли уже увезти куда-нибудь в запасники какие-нибудь или еще что-то в этом роде. Да, ну вот этот кусочек прям... Этот кусочек прям очень характерный. Прям такой гладкий срез. Не смотрите на то, как он сейчас выглядит, потому что это и патина, и я не знаю, что это здесь понавырастало на этом камне. Так, вот этот интересный тоже кусочек. Смотрите, вот это характерные следы, которые мы видим на ступенях карьера. Давайте его перевернем. И не перевернем, он туда врос. Я хотел посмотреть, что там с обратной стороны, потому что там, по идее, должен быть срез теоретически. Ну вот практически я этого уже не выясню.
А, ну вот, пожалуйста, вот срез. Вот, смотрите. Вот четко виден срез. Тут даже сомневаться не приходится. Интересно. Интересно. А вот это у нас... Слушайте, ну самые интересные блоки я не могу достать, потому что они вросшие в землю. Ну, вот тоже срез. Это вообще, смотрите, какая тоненькая плита. Ну да, мы, в общем-то, подтвердим заверение ученых о том, что блоки обрабатывались уже в каменоломне. Пусть таких вот совсем-совсем ярких, характерных следов я здесь не нашел. Ну, как я их могу найти, если у меня даже лопаты нет? Да, я даже не могу покопаться в этих отвалах. Давайте с этой стороны еще посмотрю, что здесь-то у нас. Вот опять мы видим срез. Ну да, срезы четко видны, конечно. Срезы очень четко видны. Вот он. Вот он срез. Вот он срез. То есть, грубо говоря, технология такая. Блоки добываются, причем добываются каким-то довольно грубым способом. Потом здесь же у них была мастерская, которая доводила эти блоки до ума. То есть внутренние грани обрабатывались, все это срезалось. Внешние грани обрабатывались уже на месте стройки. Это мы видим везде. Особенно характерный пример – это храм Ват-Атвея. Вот посмотрите видео у меня на канале об этом храме. Вот, там это прям очень четко видно, потому что внутренние плоскости, они идеальные, они подогнаны просто идеально. Никаких зазоров вы там не найдете, даже если будете с лупой искать. А внешние грани все не обработаны, да, то есть внешние грани обрабатывались, простите, уже по месту. Ну и вот эта вот каменоломня является таким ярким подтверждением вот этого тезиса, да, что блоки обрабатывались на месте добычи. Это тоже очень интересно. Это тоже очень интересно, потому что, а где же все эти пилы? Вот обломков-то много. И с характерными следами, да, с характерными следами спила. Но ни одного зубца, ни одной пилы никогда еще найдено не было. Ну а мы, друзья, сейчас поедем дальше. Поедем туда, куда еще никакой Макар телят не гонял. Были там только археологи несколько лет назад. Ну, в общем-то, они все это описали. Координаты я нашел в научной работе в японской. Там были приведены все координаты всех найденных карьеров. И вот сейчас по самым интересным из них, как мне кажется, мы попробуем прокатиться. Ну, доберемся мы только лишь до тех, до которых я смогу добраться, да, потому что местность, ну, совершенно дикая, совершенно неизученная. И ни на одном канале, тем более в русскоязычном интернете, вам никто этого не покажет. То есть не только храмы Анкора, Кокебен, Миле и так далее, но и такие места, куда не добирается никто, кроме нас. Так, ну прежде чем поехать, надо отсюда как-то спуститься. Ай. Да, сухой сезон в разгаре, друзья. И уже становится жарко. Я довольно долго что-то добирался сюда. Ну, по пути, видите, снимал. Если бы я ничего не снимал, то, конечно, все было бы значительно быстрее. Вот тут, кстати, тоже лежат камушки. Тоже похоже на срез. Не знаю, может быть и скол, но вообще нет. Следы добычи указывают нам на то, что это, конечно, срез. Давайте еще раз вниз спустимся, посмотрим. Вот они, следы добычи. Видите, как это выглядит. Здесь, конечно, все покрыто какой-то гадостью. Тут немножко, наверное, получше видно, но тоже не очень, да, или вот здесь. Вот такие довольно грубые следы. Но вы понимаете, мы ж не знаем, когда здесь добывали камень. То есть вполне возможно, что это какая-то более поздняя каменоломня. Скажем, вот не 10-9 века, а конца 12-го, например. Вполне возможно, вполне возможно. Но очень хотелось бы, чтобы ученые наконец-то уже нашли хоть что-то
хоть какой-то обломок, хоть какого-то инструмента, иначе все это, ну, слишком как-то загадочно получается. Слишком загадочно. Ну что, пожелаем нам удачи, потому что я не знаю, что сейчас получится. Я не знаю. Обычно я хоть какое-то представление имею об объекте съемок, но сегодня вообще никакого. Я вообще не знаю, что я там увижу и как я туда доберусь, но места обещают быть знатными. Ладно, все, поехали, хватит болтать. Но на самом деле бензина-то у меня почти нет, да? Окей. Поэтому сейчас мы заправимся быстренько. И, наверное, еще выпьем кофе. Тут рядышком, я вижу, есть кофе. Окей. Фу. Бензин стоит 95 центов за литр. Все, полный бак заправили. Упс, все готово. Окей, окон. Что, бензином заправились, теперь заправимся кофе. Stay. Americano muy. Americano. Кафе. Americano. Ja, кафе, гдаук, мау. Ацко. Такое вот, видите, замечательное заведение. Сейчас мне сварят тут кофе. А мне нужно ехать теперь в обратную сторону, а потом свернуть на какую-то тропинку, я ее на спутниковых картах нашел. Ну и вдоль этой тропинки как будто бы расположены самые древние карьеры из найденных. Да? Я хочу подчеркнуть, из найденных. Потому что об очень многих карьерах мы не имеем никакого понятия. Карьеры усиленно изучаются вот как раз японскими исследователями на предмет магнитной восприимчивости. Ну, это помогает определять, какой камень с какого карьера брался в отдельно взятом храме. Ну, не более того. Возраст, конечно, это определять никак не помогает. Ну, хотя бы мы понимаем, что эти камни брались отсюда, да, вот именно с этих карьеров, на таком вот огромном расстоянии от Анкора, несколько десятков километров. Ну, как я уже упоминал, есть и совершенно непонятные истории, вот как, например, башни на пирамиде Такео. Они из такого зеленоватого грейвака построены, которые брали из карьеров у города Краче. Так вот, это по прямой где-то 250 километров до Краче от Анкора. Естественно, по прямой они не могли везти, то есть как на самолете, что ли, на дирижабле, на древнем, на виманах, если только. А водный путь, он составляет примерно 440 километров, но там тоже есть свои сложности, и об этом я обязательно буду писать в своем телеграм-канале «Друг Аркадий». Подпишитесь, потому что, ну, в видео я просто не могу такие вещи рассказывать, у меня голова не компьютер, да, я не могу вот только взять и выдать вам всю информацию, которая у меня где-то в подкорке содержится. Ну, а когда я пишу свои статьи для телеграм-канала, для Бусти, да, там у меня уже есть возможность подумать, вспомнить, проверить, ну и так далее. Ладно, друзья, я буду пить уже кофе, он, наверное, уже готов. Окей, окон. Ну все, друзья, заправляемся кофе и едем дальше. Вот чего в Камбодже не отнять, так это кофе. Да? Кофе тебе практически везде приготовят обалденно. Все-таки французская колонизация, она не прошла даром, и в Камбодже к кофе относится действительно, ну, так как надо к нему относиться, а не как в некоторых странах, где пьют растворимый. В Камбодже растворимый не пьют, друзья. Да, уже школьники возвращаются из школы на обед, а я все еще не отправился в путь, можно сказать.
Так, нам тут дорогу перекрыли. Я думаю, может быть, пропустят все-таки. Я же на мотобайке, не на машине. Да? Бам! Да? Товарищ из полиции разрешил мне проехать, а машины, видите, не пускают. Вот так заботятся о безопасности школьников. Сейчас они пообедают дома и опять вернутся в школу. Тяжелая жизнь, тяжелая детская жизнь. Как вспомню, так вздрогну. Вздрогну, мороз по коже. Ну все, друзья, приключения начинаются. Я сворачиваю с главной дороги и тут же попадаю вот на такой вот ужас-ужас. Опять я веду одной рукой, я не буду заморачиваться сейчас с шлемом, с креплением камеры на шлем. Кругом песчаник. Слушайте, ну тут действительно кругом обломки песчаника. То есть мы въезжаем в зону древних карьеров, самых древних из найденных карьеров Камбоджи, как считается. Вдоль вот этой тропинки их расположено на самом деле не так уж и мало, и я понятия не имею, куда я сегодня успею, куда я сегодня не успею. Ну, будем двигаться по порядку, буду смотреть на часы, ну, чтобы мне вернуться домой еще до заката. Потому что в темноте ездить по Камбодже, я вам скажу, очень опасно. Ну, во-первых, грузовики носятся как сумасшедшие, а во-вторых, можно в какую-нибудь яму влететь. Ну, то есть, либо надо ехать очень медленно, там километров 40-50 в час, ну, либо вы просто влетите в яму. Слушайте, ну тут прям сразу начинается что-то, я вижу. Вон там вдали какие-то блоки песчаника лежат. Как интересно. Вот тут выходы песчаника, вот они везде, видите, он везде торчит. Ну, интересно, да, что они брали песчаник только самый качественный. И вот это меня больше всего, конечно, умиляет, потому что они умели разбираться в этом песчанике, да, понимали, какой песчаник простоит долго, а какой развалится со временем. Ну, тут уже пошли развилки, друзья, мне надо смотреть в карту. Так, карта нам показывает, что ехать надо куда-то сюда, наверное. Да, судя по всему, я сейчас еду правильно. Я вообще хочу попасть вот сюда, вот в это вот место. Ну, сейчас посмотрим, как я туда попаду. Дорога, конечно, не самая приятная. Ну и не самая убитая. Съехал я с тропиночки на другую тропиночку. Где-то здесь справа должен быть наш первый объект. Понятия не имею, что нас там ждет, если честно. Ну, посмотрим, посмотрим.
Блин, люди тут везде уже поселились, я смотрю. Камбоджа, видите, с каждым годом людей становится все больше и больше, и поэтому они селятся везде. Так, я там слышу собак. Хорошо бы мне как-то проехать так, чтобы меня никто не съел. Так, кажется, я куда-то приехал. Фу, уже жарко стало, черт возьми. Так, Трапен Ток. Трапен — это водоем. Происходит от санскритского, по-моему, слова тапана, так, по-моему, называется. А ток — это вода, водоем с водой. Но, честно говоря, я даже не знаю, что мы здесь увидим. Ну, вот, видите, конечно же, следы какого-то зубила мы здесь видим, да, то есть это как будто тоже место древней добычи песчаника. И как я вам сказал, вот эти местности у нас, вот эта местность, вернее, где я сейчас нахожусь, это самые древние карьеры. Ну вот, пожалуйста, характерный след. Да, вот эти вот следы, которые идут по диагонали. Здесь, кстати, у нас, видите, то ли прочерчено, то ли что. Вот эта вот полоса, по которой потом блок отделяется от основы. Ну, вот эти вот следы, да, они очень характерны. Но они встречаются, кстати, и в других каменоломнях мира, не только в камбоджийских. По возрасту здесь, ну, больше 1000 лет, это точно, то есть, может быть, 1500 лет назад здесь камень добывали. Вообще сказать, конечно, что-то определенное очень сложно. Здесь, да, здесь действительно очень древнее место, потому что, ну, ни черта почти не видно. Сустай. Вот жители местные ко мне пришли. О, вот там я вижу что-то. Давайте там посмотрим. Что здесь торчит? Ну да. Вот они опять следы. Видно вам, да? Конечно, хорошо видно. Вот они, следы идут по диагонали. И здесь мы видим четкие тоже следы, посмотрите. Вот они, следы добычи, которым может 1500, может 2000 лет. Мы же не знаем на самом-то деле. Что мы вообще знаем? Ничего мы не знаем. Ну и вот он, засып. То есть вот этот водоем, он образовался вследствие добычи камня. То есть он не был вырыт для того, чтобы в нем хранить воду. Вот туда я сейчас еще подойду, только, наверное, обойду. Я не знаю, я там что-то, мне стрёмно там идти, вдруг там влажно. Давайте вокруг обойдем. Ну вот, не для того, чтобы воду сейчас, как сейчас здесь хранить, да, вот она вода, которую, наверное, местные используют. Это что у нас? Не знаю даже, что это такое. Вот. Не для воды он вырыт, а это просто карьер. Представляете? А сейчас его используют как водоем. Ну вот сейчас у нас сухой сезон. Судя по тому, как здесь все выглядит, все такое зеленое, да, во влажный сезон он, скорее всего, очень так хорошо заполнен водой. Так, давайте. Поэтому мне тут стрёмно ходить. Я не хочу ноги намочить. Змей я не боюсь, как многие постоянно пишут. Змеи, змеи. Ну, друзья, тут змею увидеть в Камбодже не так-то просто. Что у нас это? У нас прям какой-то тут... Я не знаю. Это следы добычи или что? Вот это вот. Я не знаю. Это блок или это просто выход песчаника? Наверное, просто выход песчаника. Хотя издалека показался блоком. Но где-то же добывали такие огромные блоки. Я пока еще ни одной, на самом деле, не видел каменоломни, где доказательно можно вот увидеть, что здесь добывались именно гигантские блоки.
А это, конечно, похоже на гигантский блок, но врать не буду. Возможно, это просто вот такой вот естественный выход песчаника. Давайте не будем плодить сущности, как это любят делать на некоторых каналах. Раздувать из мухи слона не будем. Будем искать четкие следы. Ну, что, конечно, делать здесь без бригады рабочих очень сложно, да, потому что если здесь, конечно, все это раскопать, то там, наверное, можно много-много всего интересного увидеть. Местные жители, конечно, офигевают. Наверное, в первый раз они видят, чтобы кто-то сюда что-то приехал снимать. Так, вот подойдем сюда и сразу видим. И сразу видим опять следы. Вот они. Вот они. То есть тут так это неплохо, да, добыли камень. Вот такой вот глубокий водоем у нас получился. Да, и вот этот весь камень здесь, судя по всему, сняли. Так, на меня уже атаковали муравьи. Как хорошо, что я выпил кофе сразу. Такая бодрость появилась. Слушайте, ну потрясающе. Потрясающий объект для тех, кто разбирается, для тех, кто понимает. Это, конечно, удивительное место. Здесь тоже кэшью выращивают, но ни одного плода нет почему-то. Вот они, кэшью, видите? А, вот, они еще не вызрели. Вот он, орешек. И вот он, плод незрелый. Надо дожидаться, когда они совсем-совсем вызреют, и лучше всего есть желтые. Желтые самые сладкие, меньше всего вяжут. Так, выходим на оперативный простор. Ой, смотрите, какая штука меня по голове ударила. А я не знаю, кстати, что это. Вот кто живет в Камбодже, меня же смотрят многие люди, которые живут в Камбодже. Скажите мне, что это за растение? Смотрите, как его любят муравьи. Они прям атаковали его. Вот что это за растение? Можете мне подсказать? Вот такого размера огромного. Твердое. И больно мне по лбу ударило. Кстати, очень интересное дерево. Это, посмотрите, у него прям зеленые корни. Ух ты! Я просто не очень обращаю обычно внимание на какие-то деревья. Ботаника не является сферой моих интересов, но тем не менее. Ну вот, друзья, поехали дальше. Это всего лишь навсего первый объект на нашем пути. Так, судя по всему, мне вот на эту тропинку вдоль вот этого вот забора. У меня тут еще беда случилась, у меня нет чехла для телефона, который я использовал в качестве навигатора. Я просто без чехла телефон вот здесь не закрепляется, выскакивает. А в Камбодже невозможно купить чехол для моего телефона. В общем, беда. Все это очень сильно усложняет мою работу. Потому что приходится постоянно телефон доставать. Смотрите, еду прям по камням. Вообще всю дорогу здесь одни сплошные камни. То просто вот такие вот выходы песчаника. То каменная крошка. В общем, одни сплошные камни. Такая вот интересная здесь поездочка. И, конечно, ни на каком другом мотобайке, кроме как на Honda Dream, ну, либо на каком-нибудь Enduro. У Enduro свои огромные минусы, поэтому все-таки я рекомендую Honda Dream для таких поездок. Ой, друзья, ничего себе. А это не обозначено было ни на каких картах. Давайте посмотрим, что я там нашел. Сейчас я только свой холодильник застегну. Спасибо моей любимой жене Яне, которая мне его подарила. Не устаю повторять. Он меня прям спасает. Потому что знаете, как быстро перегревается камера здесь в тропиках. А я пихаю
холодильник и все. Давайте посмотрим, что-то я тут обнаружил интересненькое. Так, нифига себе карьер, друзья. Ха-ха-ха! Класс. Вот это класс. Вот это класс. Его нет на карте, кстати. Надо поставить точку, надо его занести на карты Google. Я уже активно этим занимаюсь, наношу новые объекты на карты Google. И вот этот карьер мы, конечно же, тоже нанесем.